Ретро. Для каждого это нечто свое. Для кого-то ретро это прежде всего автомобили, как этот зеленый или этот более современный красный. Для кого-то ретро это женщины, как эта дама, сидящая возле радиоприемников, или эта девушка возле промышленного компьютера 60-х годов, или эта дама перед огромным по тем временам монитором и стилусом, или это вроде бы как секретарь с распечаткой и телефоном в руках. Для меня ретро это прежде всего компьютер, как это электроника, или вот такой вот компьютер, или вот такой вот. А IBM совместимые, особенно с первыми играми, как здесь, Принц Персии, это то, что, в общем-то, и является основой моей молодости. А вот Commodore 64 или ZX Spectrum я как-то не застал. По молодости у меня не было возможности, а потом стало неинтересно, потому что IBM совместимые компьютеры захватили все. Я тоже себе в свое время приобрел Intel Pentium 100 МГц. Итак, Windows 95, Windows 98, DOS, естественно, с Norton Commander, первые 3D ускорители и первые 3D игры Doom, Duke Nukem, Half-Life, лучшая игра всех времен и народов. Это то, что составляло мою молодость. Итак, тема видео MDK62+, волшебная Super Socket 7 платформа. Всем добра и благополучия. Итак, почему MDK62+ и Super Socket 7 это волшебная ретро-платформа? Для того, чтобы это понять, давайте сделаем небольшой экскурс в историю. Давайте возьмем, к примеру, 95 год. Что у нас тогда было? Тогда у нас была универсальная Socket 7, под которой выпускали процессоры и Intel, и AMD, и IDT, и Cyrix. И, в общем-то, у потребителя был выбор, какой процессор установить в его платформу. Да, самые быстрые были Intel Pentium, а потом Intel Pentium MX. Но были, в общем-то, и другие варианты. И IDT, и Cyrix, и AMD, который выпускал MDK5, потом MDK6. И, в общем-то, были вполне себе интересными процессорами. И тут наступает 1997 год, и Intel выпускает процессорную платформу Slot 1 и заявляет всем остальным производителям: господа, идите-ка вы лесом, но под эту платформу процессоры будем выпускать только мы. А что будете делать вы, это, в общем-то, ваши проблемы. Если хотите, используйте Socket 7, уже устаревшую платформу. Если не хотите, развивайте что-то свое. В общем-то, нас это не касается. Более того, Intel хотела подмять и рынок видеокарт под себя, но с этим у нее, к счастью, не получилось. И не знаю, получится ли в этот раз. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Что, в общем-то, остается делать остальным производителям, в том числе чипсетов? Им тоже не дали разрешения производить чипсеты под Slot 1, по крайней мере, на тот момент. И у них есть выбор: каким-то образом развивать дальше Socket 7 или, в общем-то, умереть. Особенно это касалось производителей процессоров. В общем-то, в основном все производители процессоров так и померли. Ну, IDT так полностью померла, VIA, в общем-то, выкупила Cyrix, ну а AMD стала развивать свою новую платформу. Это сначала Slot A, потом Socket 462. И, в общем-то, единственная по-настоящему выжившая в тот момент компания. А платформа Super Socket 7 это был компромисс. На старой Socket 7 платформе были прикручены новые фишки. Ну, например, поддержка Ultra DMA 33, 66 для жестких дисков, процессорная шина 100 МГц. И в целом эта платформа была прежде всего попыткой продлить жизнь Socket 7 и дать возможность производителям процессоров выжить. Поэтому она, на мой взгляд, по-настоящему волшебная, потому что она сделала то самое волшебство, которое позволило рынку процессоров не замкнуться только на Intel, а если бы он на ней замкнулся, сейчас мы, наверное, что-то типа Pentium 4 бы все имели, а развиваться дальше. И сейчас, в принципе, в 2021 году очень интересное развитие событий происходит. AMD опять на коне, Intel проигрывает. Но история циклична, посмотрим, что будет дальше. Впрочем, вернемся к нашим баранам и давайте посмотрим, что все-таки собой представляла платформа Super Socket 7 и AMD K6 2+. Все плюшки, все недостатки этой платформы вы из этого видео, в общем-то, узнаете. Ну что, поехали!
Gigabyte GA5AA и процессор MTK62 Plus 500ACZ. Для начала хочу отметить, что материнская плата ко мне пришла в не очень хорошем состоянии, но это мягко говоря. Давайте посмотрим на чипсет. Это Южный мост M1543S версия A1 и это Северный мост M1542, также версия A1. Чипсет Ali. Когда-то у компании Acer была своя лаборатория, выпускавшая чипсет. Но давайте еще раз попробуем сфокусироваться на процессоре. Не очень-то получается, но в принципе, хоть и мутновато, но видно, что это 500 МГц процессор AMD-K62+. Мобильная версия, кстати говоря. А это у нас слот AGP. Я думаю, хорошо заметно, что он в общем-то отломан. Ну и еще что можно отметить, что на этой материнской плате, когда она ко мне пришла, стоял вот этот вот сокет с отломанным ухом. Естественно, кулеры на него ставить было неудобно. Для того, чтобы снять сокет с материнской платы, его не надо выпаивать, он аккуратно с помощью отверточки снимается, в общем-то, с вот этих штырьков. Ну и точно так же аккуратненько ставится обратно. Это я показываю, что он в общем-то вставлен на другую материнскую плату, с которой я его и поменял. Ну а процессор, давайте еще раз попробуем сфокусироваться, ну получается не очень. Но да ладно, что еще хочется отметить, что кроме AGP слота здесь еще не работает коннектор ATX питания. В чем проблема, я так и не понял. Впрочем, давайте попробуем запустить систему. Систему я уже собрал. Есть видеокарта Voodoo 2000, перешитая Voodoo 3000. Давайте посмотрим на посткоды. Посткоды, в общем-то, побежали, значит, загрузка пошла. Давайте посмотрим на монитор. Съемку я, кстати, буду вести с монитора. Ну, решил попробовать так. Специально для этого, в общем-то, его и приобрел. Итак, MTK62 Plus на 550 МГц, памяти 512 МБ, жесткие диски определились. Готово. Я не стал показывать процесс сборки, процесс настройки операционной системы, с этим я достаточно долго проводился. В общем, давайте посмотрим, что у меня получилось. Я создал многоярусное, так сказать, 9-пунктовое меню. И, в общем-то, как это сделать, не проблема найти. Не только на моем канале, но и на других каналах, посвященных ретро. Давайте запустим компьютер. Ну, перейдем в DOS. Запустилась Волков Commander. И давайте я вам кое-что покажу. Для начала давайте зайдем и посмотрим на интересную программку. Папочка CPU Slow, а в ней есть программка Setmul. Давайте посмотрим, что она собой представляет. Setmul — это утилитка для DOS, которая позволяет управлять кэшами и тактовой частотой процессора. Я пока не стану ничего делать, пока на максимальной тактовой частоте 550 МГц, я думаю, вы видите. Давайте мы запустим тяжелую DOS игру, которая называется Duke Nukem 3D. Ну, я показываю настройки. Здесь, в общем-то, все работает. Давайте перейдем в настройки экрана, выставим разрешение 800 на 600 и запустим эту игру. Посмотрим, будет ли она тормозить на 550 МГц процессоре от AMD. Звук есть. Игра пошла. Жмем Escape. Смотрим на менюшку. Так, давай. Так, менюшка. Менюшка чуть-чуть подтормаживает. С чем это связано, я, кстати, не знаю. Ну, давайте загрузим какую-нибудь сохраненку. Ну вот, 345.1. И попробуем немножко поиграть. Сразу говорю, играть мне, мягко говоря, неудобно, потому что я сижу за камерой, клавиатура на коленках. И плюс еще камера мне наполовину закрывает экран. Тем не менее, что-то я изобразить в качестве игруна, скажем так, постараюсь. Да и мышка тут еще не работает. Ладно, пока все работает. Сверху в левом углу, я думаю, вы видите отображение количества кадров в секунду. Ну, стабильно выше 20 кадров в секунду. Возможно, где-то оно упадет и ниже. Но пока вот есть то, что есть.
Здесь сверху должна была быть штучка, которая нас уничтожает, но она, видимо, взорвалась вместе с этой летающей гадостью. Так, пока все в принципе работает, все в общем-то хорошо. Смотрим, что у нас будет дальше. Естественно, я кое-что повырезал отсюда, потому что, смотреть на то, как я прохожу уровень, не думаю, что будет сильно интересно. Если, конечно, вы только игру не проходили. Так, уничтожаем эти летающие мины, летающую гадость и двигаемся дальше. Здесь нам надо запрыгнуть, открыть дверцу. Потом еще раз нажать кнопочку, спуститься вниз, и вот она у нас с правой стороны открылась дверца. Давайте чуть-чуть еще пройдем, посмотрим, на то тормозит игра или нет. В принципе, я бы не сказал, что игра тормозит. Конечно, 60 FPS нет, но с другой стороны это все-таки DOS. Давайте выйдем из нее и посмотрим то, что я хотел показать еще. А с этой игрой, я думаю, все понятно. Она работает великолепно. Для DOS, естественно. Да, хочется еще отметить, что в разрешении 640 на 480 Duke Nukem идет еще быстрее. В общем-то, это очевидно. Там уже просадок ниже 30 кадров я, по крайней мере, не видел. Давайте запустим еще раз компьютер. Я его перезагрузил. Без уже EMM 386 версия загрузки, и посмотрим, сколько у нас свободной памяти. Памяти у нас свободно 537 килобайт. Это маловато. Давайте зайдем в менюшку и посмотрим, что у нас съедает максимум памяти. Так, жмем F9, переходим в меню Commands, жмем Memory Info, и я думаю, заметно, что максимум памяти съедает драйвер CD-ROM MSCDX. Если нам нужна будет память для запуска игр, нужно будет запустить просто другое подменю. QMMM и прочие улучшатели памяти я не использую. Я просто настроил меню так, как мне надо. Так, давайте запустим DOS Bench и посмотрим, что нам покажет сборник от Phil's Computer Labs. Для начала давайте запустим тест номер 2. Superscape VJ Benchmark. Итак, 727,2 попугаев. Это по тем временам сверх круто. Давайте запустим следующий бенч. Это у нас PC Player Bench в разрешении 640 на 480. И давайте посмотрим на результаты. Результат мы увидим достаточно быстро. С правой стороны снизу у нас видны проценты прохождения теста. В общем-то, осталось совсем немного. И давайте-ка мы посмотрим, что у нас получится. Итак, 20,8 попугаев. На самом деле 20,8 кадров в секунду. Это, в общем-то, неплохо. Давайте запустим следующий тест. Следующий тест у нас будет, как вы думаете, правильно, Landmark. Landmark показывает нам, насколько наш компьютер круче, чем обычная AT-шка. Как видите, он показывает целых 3500 МГц у нашего компьютера. Это очень много. То есть для старых игр производительность избыточная. А сейчас я запустил Quake в стандартном разрешении 320 на 240 и 98,2 кадров в секунду. Это просто супер. Это просто бомбически, как говорит мой младший. Давайте выйдем из этого бенчмарка и запустим setmul и уничтожим производительность процессора напрочь. Так, чтобы вам было видно, я показываю. Пишем setmul 11. Для этого не обязательно писать, можно Ctrl-Enter нажать. Setmul 11. Setmul, прошу, 1 exe. L1D отключаем кэш первого уровня, L2D отключаем кэш второго уровня и двоечку, это множитель. Итак, процессор работает на тактовой частоте 200 МГц и все кэши у него отключены. Давайте теперь запустим еще раз DOS Bench, сборник утилит от Phil's Computer Labs, и посмотрим, что у нас получится. Так, VJ Benchmark. Смотрим на результат. Я думаю, заметно, что крутится все это дело гораздо медленнее, чем до этого. Давайте посмотрим на результат. Было больше 700, стало
32. Ну, это падение производительности больше, чем в 20 раз. Это серьезное падение производительности. Ну, давайте теперь запустим следующий тест. Это PC Player Benchmark. Точно так же разрешение 640 на 480. Так, ну, тест явно тормозит. Прям вот заметно тормозит. Я, в общем-то, его целиком показывать не стал, как он идет. Кое-что я вырезал. И давайте посмотрим, в общем-то, что у нас в итоге останется. Ну, вырезал я куски, которые, в общем-то, не нужны. Так, 3,3 FPS. Это, в общем-то, очень серьезное падение. Не такое большое, конечно, как в предыдущем тесте, где-то там в 6 раз примерно, но тем не менее. Давайте запустим Landmark и посмотрим, что нам покажет теперь наш процессор. 128 МГц. Ну и теперь CPU Clock 643, не 3000. Падение очень существенное. Очень существенное. Но, к сожалению, не такое, как хотелось бы. Тем не менее, это, в общем-то, по большому счету, очень слабенькая четверка или быстрая тройка. Ладно, давайте запустим. По производительности, естественно. Давайте запустим Quake. Ну, я думаю, заметно, что Quake идет, ну, мягко говоря, очень медленно. Здесь я тоже весь тест показывать не стал. Вот его окончание. И давайте посмотрим, чем все закончится. Ну, давай. Еле-еле, душа в теле. Последние штрихи и посмотрим на результат. Результат я ждать не заставил. 6,2. Было больше 90. Падение производительности колоссальное. Ладно, выходим из приложения. И я думаю, пора бы нам уже полностью выходить из DOS-бенча. Собственно, тем, кто в теме, понятно, для чего нужно замедлять древние компьютеры. Ну, а тем, кто не в теме, я сейчас это продемонстрирую. Ну, мало ли, может, есть такие, кто этого не знает. Сейчас я запущу одну очень старую игру. Это Quest. Называется он Space Quest. В разрешении VGA. В общем, это уже более новая версия относительно первой. Но она очень интересная сама по себе, эта игра. И для тех времен очень красивая графически. Что мы сделаем? Для начала мы запустим Space Quest при максимальной тактовой частоте и при включенных кэшах первого и второго уровня. А затем мы запустим эту же игру уже с отключенным кэшем. Игра запускается со спикером. Спикер работает не очень громко, поэтому я чуть-чуть добавил звука. Будет шипение. Ну, давайте посмотрим, как будет работать игра. Звуки слышно. В общем-то, что-то происходит. Ну и обратите внимание на движение головы главного героя Роджера Вилка. Собственно, голова у него трясется, как будто у него там не то что нервный тик, а как будто она сейчас отвалится. И экран постоянно дергается очень быстро. Ну, давайте попробуем куда-нибудь пойти. Движется Роджер Вилка как-то рывками. Ну, в общем-то, такое впечатление, что у него что-то болит. Он то замирает, то движется в ускоренном темпе. Так, давайте-ка немножко пройдемся и посмотрим, что будет дальше. Но вот эта вот трясучка, я думаю, мало кому нравится. Обратите внимание на робота, который передает картриджи. Он прямо трясется весь бедненький. Ну ладно, вот эта трясучка, ее как-то еще пережить можно. Но проблемы возникают позже, когда мы проходим игру далее. А именно, некоторые вещи просто не дают ее пройти до конца. Итак, что я хочу сейчас сделать? Для начала я хочу поменять звуковой драйвер, для того, чтобы у нас играла Sound Blaster, а не PC Speaker. Для этого я в разделе Sound DRV меняю STD DRV на SND Blast DRV. Это позволит нам запустить игру с нормальным звуком. Сохраняем с помощью клавиши F2. Теперь переходим в папочку setmul. Здесь мы, получается, с помощью этой утилитки отключаем на процессоре кэши.
Кстати, еще можно отключить и кэш на материнской плате, но это делается в BIOS. Я не стал это делать, тогда компьютер еще более замедлится. Но я думаю, видно, что процессор на тактовой частоте 200 МГц и кэши у него отключены. Ну, игра запустилась. Я думаю, заметно, что появилась стрелочка. Она работает уже не так быстро. Звук гораздо лучше, чем был. Ну, по крайней мере, на мой слух разница очевидна. Звук гораздо лучше. Так, выходит Роджер Вилка. Обратите внимание, голова у него уже не трясется. В общем, в сравнении с тем, что было, игра работает гораздо лучше, чем в тот раз. И обратите внимание, экран не дергается. Ну, по крайней мере, в том режиме, который был. Да, иногда оно подергивается, что вроде как землетрясение, ну точнее кораблетрясение, но того, что было, нет. Обратите внимание на робота, робот тоже не трясется. В общем, все прекрасно, играть можно. Ну давайте дальше немножко пройдемся, посмотрим, что будет еще. Давайте подойдем к двери. Вы слышите шаги. Если бы это было при старом процессоре, то, скорее всего, я бы не дошел до этой двери, меня бы расстреляли вот эти пришельцы. Здесь все прекрасно. В общем, ну давайте еще чуть-чуть пройдемся, просто убедитесь, что игра работает нормально. Итак, давайте-ка мы осмотрим погибшего друга, точнее его трупик бездыханный. Вы обыскали тело Джерри и нашли пластиковую карточку. Ну, в общем, я думаю, заметно, что игра работает нормально. И это действительно позволяет, вот этот вот лайфхак, скажем так, замедление процессора позволяет ее пройти. Переходим к вводным процедурам. То есть переходим к Windows. Давайте посмотрим, что у нас будет и как работать здесь. Ну, давайте на систему для начала посмотрим. Как видите, видеокарта Voodoo 3. Звуковая карта ES1868 Plug and Play. Ну, в данном случае стоит аудиодрайвер VDM, но его крайне необходимо сменить на VXD. И обращаю внимание, что у жесткого диска обязательно должно быть включено DMA, иначе все будет тормозить. Драйвер я установил родной к этой материнской плате. К сожалению, конкретно эта версия материнской платы не поддерживает UltraDMA 66, а только UltraDMA 33, но это тоже, в общем-то, неплохо. С 66 МГц, я думаю, игры были бы быстрее, чем здесь. Ну, давайте еще раз посмотрим на драйвер монитора, драйвер видеокарты, точнее говоря. Тактовая частота 166 МГц у видеокарты, для того, чтобы не ограничивать наш процессор. Хотя Voodoo 3, конечно, изначально не самая быстрая, даже по тем временам, видеокарта. Тем не менее, она, в общем-то, для этого компьютера достаточно производительная. Система, в принципе, сбалансирована. Так, запустим DirectX, в общем-то, с помощью команды. Я думаю, заметно, что, в общем-то, DirectX 8.1. Давайте проверим, работает ли оно. Посмотрим на вот этот вот вращающийся кубик. Кубик вращается, в общем-то, все прекрасно. Давайте запустим следующий кубик, уже с 3D ускорением, с аппаратным. Давайте посмотрим, тоже кубик вращается. В общем, в принципе, что можно отметить? Все работает, все фичи DirectX, по крайней мере, 7 версии, 6 версии, по факту работают. Ну и давайте посмотрим, есть ли музычка. Выберем мы ESS Audio Drive синтезатор и нажмем проверка Direct Music. Итак, музыка пошла. Это хорошо. Громкость я добавил. Ну, в общем, я думаю, слышно, что все отлично работает. Теперь давайте посмотрим еще на одну программку. Это программка K6 Speed. Она позволяет управлять мультиплеером центрального процессора. Я ее запустил. Как видите, можно сделать выбор от 2 до 6 умножителя у процессора. Выглядит она вот так вот. Давайте запустим утилитку CPU-Z. Сейчас я ее открою. Находится она в папочке for Win9x.
как обычно, не вижу то, что делаю. Ну, а здесь, получается, нам нужно сделать не вправо, а влево. Так, CPU Z149 запускаем и смотрим, что нам покажет эта утилитка. Утилитка показывает, что установлен в системе процессор MDK62+, с тактовой частотой 550 МГц, ну 551. Теперь давайте запустим программку K6 Speed и посмотрим, что-нибудь изменится или нет. Жмем кнопочку славы и снижаем мультиплеер процессора множитель до 2. Смотрим, что у нас получилось. Итак, я думаю, видно, что тактовая частота процессора теперь 200 МГц. Единственное, что он неправильно показывает соотношение 2,5 на 80, а не 2 по 100 МГц. Ну, давайте остальное посмотрим. В принципе, ничего интересного. Кэш 128 килобайт второго уровня. Кэш на материнской плате он не показывает. Давайте запустим утилитку Csoft Sandra и посмотрим, какие результаты нам выдаст этот центральный процессор. Запускать будем только два теста. Это арифметический тест и мультимедийный тест процессора. В общем-то, тест идет достаточно быстро, и сейчас мы увидим его результаты. Так, буквально еще где-то 2-3 секунды. Готово. Итак, я думаю, вы увидите количество попугаев. 1355 по ALU и 652 по FPU. Теперь мультимедийный тест процессора, то, что очень важно для игр. Здесь результаты, забегая вперед, будут несколько хуже, чем в первом тесте. Итак, 1700 попугаев и 2375. Если мы сравним это с AMD Duron, то мы видим, что разница практически вдвое меньше у AMD K6 2+. Это говорит о чем? Это говорит о том, что блок FPU, я уже повторяюсь, у процессоров AMD K6 это слабое место, поэтому 3D игры это не самая сильная сторона AMD K6 2, AMD K6 2+, AMD K6 3. И в общем-то действительно наличие кэша сильно этому не поможет. Тем не менее, давайте посмотрим, на что все-таки способен этот процессор в играх. Да, кстати, хочу отметить следующее. Очень желательно драйвер версии VDM заменить на драйвер версии VXD, потому что с этим драйвером система работает заметно быстрее. Не знаю, в чем тут особенность, точнее, знаю, в чем тут особенность, но в принципе не важно. Главное, имейте это в виду и помните, что замена драйвера VDM на драйвер VXD дает существенный бонус к росту производительности. Давайте посмотрим на Quake 3. Я думаю, вы увидите настройки системы. Они в принципе средненькие. Ну и давайте немножко поиграем. Включать здесь отображение кадров в секунду я не стал. Я хочу, чтобы вы просто для начала посмотрели, как себя ведет этот процессор в игре, в общем-то, 99-го года, которая в принципе в те годы ставила на колени любые системы, если выставлять настройки на максимум. И, в общем-то, тем не менее, она, поскольку ее делала компания ID Software, очень оптимизирована была и вообще работала на любых процессорах того времени, ну, естественно, с минимальными требованиями, если было все в порядке. И позволяла эту игру пройти. Ну, давайте посмотрим, как себя ведет процессор и видеокарта. Напомню, видеокарта внутри тоже не самая мощная, и процессор MDK6 2+, 550 МГц. В принципе, видно, что тактовая частота процессора особых бонусов не дает. Кое-какие подтормаживания все-таки заметны, хотя в целом играть в эту игру можно, несмотря на взрывы, на какие-то крики, звоны, достаточно большое количество модов. Все, в общем-то, в принципе, играбельно. Пусть и не идеально, конечно. Ну, давайте посмотрим, что будет дальше. Может быть, тут, как говорится, какой-нибудь замес будет, в котором все будет сильнее, чем сейчас. И все прям вообще в слайд-шоу превратится. Так. Слэш, готово. Так, еще один готов. Ну, вот он замес был, в принципе. Ну да, количество кадров в секунду, конечно, не 60, это однозначно. Оно явно ниже 20 падает. Но, тем не менее, на мой взгляд, играть можно. Ну, по крайней мере, вы видите, что я это делаю. Так.
Не знаю, как вам, как по мне. Да, конечно, не идеально, но в принципе вполне играбельно. По крайней мере для 98-го, для 99-го года, когда эта игра вышла, и у вас, если была система, имеется в виду компьютер на базе AMD K6 2+, в принципе можно было эту игру пройти, по крайней мере с ботами. Напомню, разрешение здесь 1024 на 768, настройки средние. Если его разрешение сбросить до 640 на 380 и настройки снизить до минимальных, игра будет идти еще быстрее. Ну, картинка, правда, будет гораздо хуже, чем хотелось бы. В принципе, если играть по сети с живыми людьми, а не с ботами, то так, в общем-то, народ и делал. Не знаю, как вам, как по мне, в любом случае это вполне играбельно. Да, не идеально, но и не сказать, что уж совсем отвратительно. В принципе, тут осталось немного. Сейчас посмотрим на результаты, что у нас там получится, и перейдем к следующей игре. Так, уже 17 фрагов. Естественно, я часть этого боя вырезал для того, чтобы слишком сильно не затягивать процесс, но тем не менее. Так, последний фраг. Вот она, подружка Слэш. Готово. Ну, я думаю, вы видели, что пройти эту игру с ботами на AMD K6 2+, с Voodoo 3 вполне себе можно. А мы сейчас давайте перейдем к следующей игре. Следующая игра у нас будет Half-Life. Здесь я уже включил консоль для того, чтобы отображалось количество кадров в секунду. Здесь, в принципе, хотя теоретически игра и менее требовательная, на самом деле она ни разу не менее требовательная. У нее примерно те же самые требования, что и у Quake 3. Ну, не потому что это официально, а потому что она менее оптимизирована. При всем моем уважении к Гейбу Ньюэллу и его команде, и к тому, что эта игра величайшая игра всех времен и народов, на мой взгляд, все-таки оптимизация у этого движка чуть хуже, чем у движка для Quake 3. Ну, я думаю, вы видите, что в принципе FPS скачет от где-то 17-18, иногда даже ниже, вот от 11 до 40 и выше. Ну, давайте попробуем пройти мимо Гаргантюа. Ага, не сумели. Ну, давайте еще раз попробуем. Посмотрим, что у нас опять получится. Ну, в принципе, опять же, на мой взгляд, вполне себе играбельно. До 2-3 кадров в секунду FPS в игре не падает. Давайте еще немножко пройдем, посмотрим, что будет дальше. Давайте опять мимо Гаргантюа попытаемся проскочить. Так, в этот раз уже лучше. Проскочили. Ну, видите, 40 кадров в секунду. 30, 20, 25. Ну, это мгновенный FPS. Давайте нажмем рычажок и уничтожим Гаргантюа. Так. Монстру каюк. И, в общем-то, FPS... ну, ниже где-то 11-10 однозначно не падает. В принципе, давайте что сделаем? Давайте поэкспериментируем. Тут, в принципе, место такое, что FPS, скажем так, самый низкий. Давайте-ка мы поменяем разрешение экрана и посмотрим, что будет, если мы его снизим до 640 на 480. Да, кстати, здесь нельзя выбрать драйвер OpenGL 3DFX не потому, что его нету, а потому что здесь стоит последний драйвер для видеокарт Voodoo MiniGL. Поэтому, в общем-то, один выбор. Так, ну давайте посмотрим. Ну, здесь, ну, на мой взгляд, невооруженным глазом видно, что все стало работать гораздо стабильнее. Вот этих вот небольших микрофризов, как это назвать, уже нету. В принципе, если играть 640 на 480, то все будет просто великолепно. Ну, это, естественно, понятно. Давайте посмотрим, что нам даст компромисс. А именно, чуть попозже я переключу в разрешение 800 на 600. Вот сейчас я к этому приступил. И посмотрим, что нам это даст. Так, разрешение 800 на 600 это то, что в принципе теоретически поддерживает любая Voodoo 2. И давайте посмотрим, насколько изменится FPS. 640 на 480, на мой взгляд, все просто идеально.
Ну, не идеально, а, скажем так, идеально для 1998, 99 и даже 2000 года. Поскольку тогда народ не был разбалован и, в общем-то, играл так, как игралось. Средних 60 FPS тогда, в общем-то, ни в одной игре и в помине не было. 30 это считалось очень хорошо. Так. Ну, в принципе, 640 на 480 все-таки быстрее, а 800 на 600 практически не отличается от 1024 на 768. Я так понимаю, что здесь все упирается уже в мощность процессора. Если его, конечно, немножко разогнать, хотя бы до 600 МГц и поставить на шину, допустим, 112 МГц, то производительность еще подрастет. Но, в принципе, с игрой Half-Life, я думаю, все понятно. Давайте перейдем к следующей игре. Следующая игра у нас будет, ну, я думаю, вы уже догадались, что это Unreal. Давайте запустим последний уровень. Игра уже как бы пройдена. И посмотрим, смогу ли я уничтожить на этом процессоре с этой видеокартой в разрешении 1024 на 768 королеву Скарджи. Так. Ну, поверьте на слово, что разрешение 1024 на 768, я думаю, это в принципе по экрану видно. Давайте-ка мы запустим таймдемо, чтобы нам видно было количество кадров в секунду. Таймдемо 1. Включим боты, с помощью которых можно прыгать. И пойдем и уничтожим королеву Скарджи. Так, погнали. Ну, я думаю, видно, что количество кадров в секунду где-то 23-24. Это минимальное, на мой взгляд, для того, чтобы относительно комфортно себя в этой игре чувствовать. Минимальный FPS уже 15. Ну, главное, на мой взгляд, чтобы он не упал ниже где-то 10 кадров в секунду. И я понимаю, что по современным меркам это прямо-таки мазохизм, но по тем меркам, когда эта игра вышла, это в принципе было вполне нормально. Тогда и про 3D-то знали далеко не все. Ну, я имею в виду 3D в том виде, к которому мы привыкли сегодня, а не в том виде, как сейчас в Майнкрафте, с пиксельными текстурками. Да в целом вообще эта игра, между прочим, для 98 года выглядела просто супер. Так. Ну я тут кусок боя, конечно, вырезал, чтобы вы его весь не смотрели. Давайте уже добьем королеву и закончим, в принципе, эту игру. Так, где там подруга наша? Так, еще, в принципе, пару выстрелов, и она готова. Готова! Так, все, спускаемся вниз. В общем-то, обратите внимание, что FPS упал минимум до 13. Это уже, конечно, подтормаживание, но все-таки не явные тормоза. Ну, с другой стороны, о чем говорить? Все-таки речь-то идет о ретро-системе, да еще и под Socket 7, у которого была масса ограничений на момент его выхода. Ну, не то чтобы ограничений, просто когда появились первые Pentium, в общем-то, основной операционкой был DOS, с его ограничением 64 мегабайта оперативной памяти. И в целом, в принципе, эта платформа, конечно, имела какие-то перспективы роста, но явно не бесконечные. Ну, в принципе, я думаю, вы помните историю, когда вышли AMD Athlon 64. Тоже казалось, что, в общем-то, куда спешить, хватало памяти тогда гигабайт, 2 гигабайта. Ну а потом как-то все двигалось, и вдруг выяснилось, что 4 гигабайта это вообще ни о чем. И сейчас у многих там 16, 32, у кого-то 64 гигабайта оперативной памяти. В общем, система себя изжила. И Socket 7 точно так же имел определенные ограничения, выше которых прыгнуть не мог. А Super Socket 7 это все-таки попытка прыгнуть выше головы. Ладненько, игра, в общем-то, закончилась. И, в принципе, нам остается посмотреть на еще одну игру, которую я хотел бы вам показать. Ну, а пока прочитайте, что будет написано снизу в левом углу. Корабль королевы сломался при выходе в космос, топливо кончилось, и вы бесцельно дрейфуете среди звезд. В общем, у игры открытый конец. Ну, естественно, те, кто в эту игру играл, знают, что было еще и продолжение, возвращение в Наполи. Ладно, давайте выйдем из игры и перейдем к следующей. Не знаю, догадались вы или нет, что за следующая игра будет, но
игра достаточно интересная. Здесь я хочу показать определенную особенность у этой игры. Так. Это, как я думаю, вы видите, Need for Speed 5 Porsche Unleashed. Или Unleashed, как там правильно читается, честно говоря, не знаю. Может быть, я и неправильно читаю ее название. Так, запускаем игру. Давайте продолжим. Давайте-ка мы выберем одиночную гонку. Быстрый заезд. Так, быстрый заезд. И давайте мы посмотрим на настройки. Ну, сначала машину выберем, потому что на этой машинке кататься не очень удобно. Так, немножко не туда я сдвинул. Так, вот она. 911 турбо 3.6 двигатель. Так, давайте глянем настройки. Итак, я думаю, видно, что в настройках стоит разрешение 1024 на 768 и на 16 бит. В принципе, внутри больше и не поддерживает. Ладно, давайте, поехали. Старт. На старт. Внимание. Ну, давай. Марш. Ну, марш скажу не я. За меня это скажет диктор, так сказать. Поехали. Так, субъективно видно, что, в общем-то, когда впереди нас несколько автомобилей, игра идет со скоростью, ну, где-то, наверное, кадров вот так вот 15 в секунду. Может быть, даже 13-14. Но не меньше, потому что FPS относительно стабильный. Так, теперь две машинки. Уже как бы в принципе немножко ситуация улучшилась. Вот добавилась третья ситуация, в принципе ухудшилась. Ну, в общем, наша задача обогнать все эти автомобили и посмотреть, что тогда произойдет. Когда у нас несколько автомобилей, игра немножко подтормаживает. Напомню, что у этой игры для тех времен, когда она вышла, насколько я помню, это был 99-й год, суперская просто физика движения автомобилей и всего остального. Поэтому для процессора тут достаточно сложные расчеты производятся. Ну, точнее, процессором достаточно сложные расчеты производятся. В общем-то, я всех обогнал. Немножко машину, конечно, покоцал. Ну, ничего страшного. И, не знаю, субъективно количество кадров выросло где-то до 20. То есть, когда ты едешь, в общем-то, один всех обогнав, игра идет уже гораздо лучше, чем с ботами. Ну, еще раз, что вы хотите от процессора для Socket 7, да еще и со слабым блоком FPU? Давайте выйдем из игры и перейдем к итогам и заключению. Итак, что хочется сказать в заключении к видео. Я думаю, вы со мной согласитесь, хотя, в общем-то, я не претендую на истину в последней инстанции, что AMD K6 2+ это действительно волшебная ретро-платформа. Почему? Потому что, во-первых, она позволяет запускать игры для 386-х процессоров, ну, к примеру, те же самые квесты, я пример приводил, и спокойно проходить эти квесты. Во-вторых, на стандартной тактовой частоте эта платформа позволяет запускать тяжелые DOS игры, ну, например, Quake или Duke Nukem 3D. Duke Nukem 3D так вообще в разрешении 800 на 600 и спокойно в них играть. Ну и третье, в Windows 98 эта платформа позволяет играть в игры 98-99 годов. Я думаю, вы видели, что я спокойно запускал Half-Life, да еще в разрешении 1024 на 768. Я запускал Quake 3, более того, там было достаточно много ботов, и я смог пройти этот уровень. Я запускал Unreal. Да, производительности для игр под Windows у AMD K6 2+, к сожалению, уже не совсем хватает, потому что блок FPU это его слабое место. Но, тем не менее, пройти эти игры, да, с падением производительности до 10-15 кадров в секунду в редких сценах вполне себе можно, и в свое время люди проходили. Более того, что такое ретро? Ретро это не про скорость, ретро это про наши воспоминания. Я думаю, многие такие люди, как я, ну кто-то помоложе, кто-то постарше, когда проходили игры, тот же самый Half-Life или Unreal, имели
компьютере на базе Socket 7, Super Socket 7. Ну, у кого-то были уже более современные на тот момент под слот 1 платформа, но процессоры были там 233 МГц, 266 МГц. И помнят, как эти игры все-таки подтормаживали. И вот это вот, на мой взгляд, самое важное. То есть, эта платформа позволяет нам вспомнить те ощущения, которые были когда-то, и при этом даже по современным меркам более или менее стабильно пройти их для того, чтобы полностью насладиться своими воспоминаниями. В общем, такое было видео. Всем спасибо, всем хорошего настроения, до скорых встреч и до новых видео. Всем удачи, до свидания.